подготовил все, решил попробовать. 2 медные трубочки зачистил, буду варить. И решил еще попробовать латунь тоже сварить. Обычным медным прутком попробовать и медно-фосфорным припоем. И также, если получится, попробую это все приварить к нержавейке. Медь и с другой стороны латунь. Итак, приступим к сварке трубочек медных медно-фосфорным припоем. Выставил зазор приблизительно миллиметр. Толщина трубки 1,5 миллиметра стенка. Сила тока 45 ампер. Приступим. Делаем несколько точек. Все. Теперь можно варить. Да, тока многовато, проваливается. Сделаем 30. Так, сейчас попробуем медную, то есть не медную, а латунную. Медная ток все равно был великоват, проваливалась, она прогрелась вся уже, начала проваливаться. А латунная немного потолще стенка, надеюсь, все будет хорошо. Ну или уменьшим силу тока. Все, поехали. Что мы видим? Немного снутри горит смазка. Ток в принципе был нормальный для этой толщины. Попробуем щеткой. Вот что у нас получилось. Довольно хорошее соединение, шов лег отлично. Это я варил медно-фосфорным специальным. Теперь попробуем обычной медной проволокой.
проволочка. Так, смотрю, что нет смысла дальше продолжать. Толку мало. Соединяется, сплавляется не очень. Да. Вот у нас соединение медно-фосфорным. Хороший, красивый шов. А вот обычной медной проволокой. Ну, как по мне, так, очень плохо. Лучше использовать медно-фосфорный припой. Ну что, теперь попробуем соединить с нержавейкой. С нержавейкой будем соединять медно-фосфорным припоем. Зазорчик приблизительно миллиметр. Да, как-то стреляет, но что-то вроде получается. Угу. Ну что ж, посмотрим. Да, как-то сильно много наложил присадки. Получился такой большой прибор. Попробуем сейчас его разгладить. Надеюсь, сейчас стрелять уже не будет. Второй проход намного лучше. Как только начал выходить на то место, где начинал соединение, опять начал сильно стрелять. Судя по тому, как второй проход делал, смотрел на наличие пор, в принципе, довольно-таки герметичный. Единственное, осталось проверить на крепость. Да, вариант не очень. Отломалось ровно по трубе нержавеющей. Ну, части припоя остались на трубе. Теперь попробуем нержавейку с медью. Уже остыло. А сейчас мы на этом половинке шва попробуем медь сварить медной проволокой. Так, сила тока 25 ампер. Пробуем варить обычной медной проволокой.
плохо разогревается. Ну, сейчас труба вся прогреется, и тогда будет нормально. Да, уже начала гореть. Да, все горит. Вариться не хочет. Кипит. Ладно, остаток шла. Пройду медно-фосфорным припоем. Для сравнения. Вот, медно-фосфорный лег вообще отлично. Ну что ж, теперь настал черед медь с нержавейкой. Да. Сейчас немножечко. Наверное, вот так будет лучше соединять. Да, медь с нержавейкой на первый взгляд показывает неплохой результат. Совсем по-другому варится припой, отлично ложится. Да, мне нравится. Я думаю, что и соединение будет довольно крепкое. Медь с нержавейкой первый раз пробую. Сколько занимаюсь нержавейкой, медью. А вот сваривать не приходилось. Сами видите. Даже чешуйки. Подобие чешуек есть. Попробуем на крепость. Ну вот. Все держит. Как видим, труба рвется в начале сварки. Сам шов довольно-таки крепкий и герметичный.